80 тысяч человек вышли на равнину, и оружием в любой отдельный момент боя могли работать примерно 3000 из них. Остальные стояли позади и давили вперед спинами. Эта армия была вдвое больше карфагенской. К закату она перестала существовать как войско. Поле усиления Канны на юге Италии по традиционной датировке 2 августа 216 года до нашей эры точное место боя не установлено до сих пор. Спор о том, на каком берегу реки стояли войска, идет больше века. Обычно этот день сворачивают в одну фразу про гений полководца. Разбирать его полезнее по частям. Карфагеняне не продавливали римскую линию силой, в центре они все сражение отступали, а римская пехота шла за ними и уплотнялась, пока не потеряла способность драться. Каждое римское решение, которое к этому привело, принимали грамотные люди строго по уставу, а то из них, на котором держалось все остальное, окажется в конце не карфагенской находкой, а римской. Рим шел к этому полю 2 года. Зимой 218 года у реки Требия консульская армия ввязалась в бой на условиях Ганнибала и вышла из него малой частью. Летом следующего года у Тразименского озера римская колонна на марше попала в засаду в утреннем тумане. Из 15 тысяч человек в строю почти никого не осталось. Еще около 15 тысяч оказались в плену. 2 тяжелейших поражения за полгода, оба по одному сценарию. Карфагенянин назначал место и время, римский командующий соглашался. Ответом стал Квинт Фабий Максим и тактика, за которую его прозвали медлителем. Он ходил за карфагенской армией по пятам, не отпускал ее и не давал сражения. Прием работал, в Риме его ненавидели. Италию жгли на глазах у союзников. Союзники смотрели на консулов, а консулы демонстративно уклонялись от боя. Выборы 216 года прошли под требованием закончить все это одним ударом. Ответ выбрали арифметический. Если противник побеждает маневром, надо лишить маневра смысла массой. Республика выставила 8 легионов, вдвое больше обычного для одной кампании, и довела каждый до усиленного состава. Вместе с союзными контингентами получилось около 80 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы. Если поставить такое количество людей походной колонной по 4 человека, хвост колонны окажется километрах в 20 от головы. Ничего подобного Рим в поле раньше не выводил. Логика массы работала не только против маневра, она отвечала и на Тразименское озеро. Колонну на марше можно поймать в засаду. Развернутый в поле строй из 8 легионов поймать в засаду нельзя физически. Он сам занимает всю местность, на которой можно было бы спрятаться. Обе консульские армии свели в одно войско под общим командованием, что в обычной кампании не практиковалось. Командовали двое – Луций Эмилий Павел и Гай Теренций Ворон, и власть переходила от одного к другому каждые сутки. Позднейшая римская традиция сделала из Ворона выскочку и главного виновника, но эту версию писали задним числом и в интересах знатных родов. Что известно надежнее, суточная смена командования была обычным порядком, а не выдумкой под этот случай, и на решение дать сражение оба консула смотрели не одинаково. Бой начался в день Ворона. Ганнибалу сражение было нужно сильнее, чем римлянам. За 2 года в Италии он не получил ни одного крупного города и жил тем, что брал по дороге. Летом 216-го он занял склад в Каннах, где римляне держали зерно для юга страны. Армия, у которой отобрали продовольствие, обязана прийти. Ему нужна была не просто победа, а победа над максимально большой римской армией. Разгром обычного консульского войска республика уже пережила дважды и продолжила воевать. Место он выбрал сам, и выбрал ровное. Слабой стороне вроде бы полагается искать холмы, теснину, брод, что угодно, что сузит фронт и обесценит численность противника. Ганнибал вышел на открытую равнину, где ничто не мешает большой армии развернуться во всю ширину. Конницы у него было 10 тысяч против 6 римских, и это единственная позиция, где он имел не меньше, а больше. А работать в полную силу конница может только на ровном. Римляне построились по уставу и построились правильно. Тяжелая пехота в центре, гражданская конница на правом фланге у реки, союзная конница на левом. Одно отклонение от обычного порядка Полибий отмечает отдельно. Манипулы поставили теснее по фронту и глубже в затылок, чем всегда. Строй получился глубже, чем шире. Так строится, чтобы проломить центр противника весом и разрезать его армию надвое. Человеку в строю, чтобы работать щитом и мечом, нужно около метра по фронту. Фронт римской пехоты реконструируют примерно в 1,5 километра, и при таком фронте в одной шеренге стояло около 1500 человек.
Дотянуться до противника могли первая шеренга и с оговорками вторая. Все остальное, 70 с лишним тысяч, было в этот момент не войском, а массой, у которой есть ровно одно доступное действие – идти вперед. Ширину фронта задавали римлянам не только уставы. Правый фланг они уперли в реку, и это нормальное решение. С одной стороны, бок прикрыт, обойти оттуда нельзя. Ограничение в том, что река не двигается. Фронт получил жесткую границу, а количество людей осталось прежним, и лишние тысячи ушли не вширь, а в глубину. Река закрыла римлянам обход с этой стороны, и она же не дала растянуть строй. Напротив стояла дуга. Ганнибал вывел в центр галлов и иберов и выгнул их строй вперед к римлянам серпом. На флангах он поставил африканскую пехоту, ветеранов в тяжелом снаряжении, колоннами и заметно позади линии соприкосновения. Центр был слабейшей частью его армии и стоял там, куда приходился главный удар. Лучшая часть в первой фазе боя не участвовала вообще. Центр он собрал вперемешку. Полибий описывает, что отряды иберов и кельтов стояли чередуясь через один. Снаряжение и манера боя у них разные. У иберов короткий клинок, которым можно и рубить, и колоть. У галлов длинный, рассчитанный на широкий замах и требующий места. Для римлянина, идущего вперед, это означало, что через каждые несколько десятков шагов вдоль фронта меняется противник. Начали, как и полагалось, легкие пехотинцы с обеих сторон. Перестрелялись перед строем и разошлись за спины своих. Дуга делает одну простую вещь – растягивает столкновение во времени. Римская линия упирается сначала в кончик серпа, и там дерутся несколько сотен человек. Потом контакт медленно расползается вширь. Центр начинает пятиться шаг за шагом, не ломаясь и не рассыпаясь, сохраняя строй. Со стороны римлян это выглядит ровно так, как должно выглядеть выигранное сражение. Противник подается, линия идет вперед. Из 30-й шеренги отхода галлов не видно вообще. Видно спины своих, и эти спины двигаются вперед, а других сведений у человека в глубине строя нет. Задние ряды понимают это единственно возможным образом и начинают давить сильнее. Серп из выгнутого вперед становится плоским, потом вогнутым. Римская пехота втягивается в него собственным весом, и никакой команды на это не отдавалось. Такое отступление нельзя пустить на самотек. Пятящийся строй в любую секунду переходит в бегство, и разница между двумя состояниями держится на том, видят ли люди своего командующего рядом. Ганнибал встал в центре сам, вместе с братом Магоном, то есть в слабейшей части своей армии и ровно там, куда приходился главный напор. Боем он управлял не с холма, он лично держал стенку, которой по замыслу полагалось прогнуться и не порваться. Еще одно римское решение того дня обычно выпадает из пересказов. Часть войска в сражение не пошла. Около 10 тысяч человек оставили при лагере с отдельным заданием захватить карфагенский лагерь, пока основные силы связаны боем. Замысел разумный – лишить противника обоза и тыла. К тому времени, когда этот отряд дошел до цели, на поле все уже решилось, и его собственная задача потеряла смысл. Эти люди пополнили число пленных, не поучаствовав в бою вообще. Ливий добавляет к этому ветер. По его рассказу, в тот день дул вултурн и нес пыль в лица римлянам, а карфагеняне стояли к нему спиной. Полибий эту деталь не приводит, и доказанной считать ее нельзя. Выбрасывать тоже не обязательно. Сухая августовская равнина под ногами десятков тысяч человек и тысяч лошадей пыль дает гарантированно, а вот кому именно она мешала, мы знаем со слов одного автора. Пока пехота втягивалась в дугу, на флангах происходило то, что решило день. Газдрубал с тяжелой конницей ударил по гражданской коннице римлян у реки и опрокинул ее. Конница ломает конницу регулярно, необычно другое. В погоню он не пошел. Всадник, у которого противник побежал, преследует его почти рефлекторно, и античные сражения полны эпизодов, где выигравший фланг уходил за горизонт и возвращался к концу представления. Карфагеняне остановились, перестроились и двинулись в обход вдоль тыла римского строя на противоположный фланг. Там они ударили союзной коннице в спину в тот момент, когда ее спереди держали нумидийцы. Здесь я вставлю оговорку от себя. Меня в этой истории держит не масштаб, а именно такие эпизоды, где все решает выучка одного отряда и способность командира отменить самое естественное действие. Если вам это тоже интересно, подписка ровно то, после чего следующий такой разбор до вас доедет.
Нумидийская конница вообще выглядела не по правилам. Всадники без доспехов на небольших лошадях с дротиками и уздечек они не признавали. Лошади управляли коленями и голосом. Против сомкнутого удара тяжелой конницы такие всадники не выстоят и минуты. И в лобовом столкновении от них толку нет. Их сила в другом. Они не дают себя поймать и не дают противнику уйти. Подскакивают, бросают дротик, отходят, возвращаются. Весь этот бой им ставилась задача, которую трудно назвать красивой. Они не должны были победить союзную конницу. Они должны были не дать ей уйти с места и не дать ей развернуться в сторону пехоты. Задача выполнена. Когда с тыла подошел Газдрубал, левый фланг римлян стоял лицом не в ту сторону. После этого нумидийцы ушли в преследование, а тяжелая конница снова остановилась и развернулась. Одновременно сработали африканские колонны. Они все это время простояли в стороне от свалки, свежие и в полном порядке. Когда римская пехота прошла мимо них вглубь прогнувшейся дуги, колонны развернулись внутрь, вправо и влево, и вошли в открытые бока римской колонны. Стенок у мешка стало 3. Четвертую поставила вернувшаяся конница. Газдрубал вышел в тыл римской пехоте, и мешок закрылся. С этой минуты применять оружие могли только те, кто оказался по внешнему краю, а внутренние ряды уже не имели места даже на то, чтобы повернуться. Управление у римлян закончилось раньше строя. Командующий в античном сражении управляет присутствием. Он стоит там, где решается дело. Его видят, его сигналы передают голосом и знаменем. Павел находился на правом фланге у реки, Ворон на левом. Оба при коннице, а центром распоряжались Гней Сервилий и проконсул Марк Атилий Ребу. Когда обе конные группы перестали существовать как организованная сила, связь между частями армии оборвалась физически, а не морально. Приказ отойти к этому моменту отдать было некому, неким и нечем передать. У сжимаемой массы численность не меняется, а доступный периметр сокращается. Когда фланги поджимают, ширина строя падает, а количество людей остается прежним. На человека остается меньше метра, потом меньше полуметра, потом меньше, чем нужно для замаха. Драться могут только те, кто стоит по внешнему краю, и это несколько процентов от общего числа. Остальные зажаты своими же. Они не отступают, потому что отступать некуда, и не складывают оружие, потому что не видят, что происходит. Развернуться внутри такой массы физически невозможно, и дело здесь не в панике. Чтобы сменить фронт, манипуле нужно свободное место под сам поворот. Людям приходится расступиться и переставить ноги. В нормальном строю этот запас есть. Он исчезает первым, как только строй поджали с боков. Римская пехота владела перестроениями лучше любой другой армии того времени, и именно это ее умение выключилось раньше всего остального. Свободного места не осталось и под резерв. Резерв — это часть войска, которую держат в стороне и вводят туда, где стало плохо. А римляне вложили все в глубину, потому что собирались проламывать. Единственное место, куда к античному сражению прикладывается современное измерение, находится здесь. Плотные скопления людей изучают всерьез, и порядок цифр известен. Примерно с 6 человек на квадратный метр отдельный человек перестает управлять собственным перемещением и движется туда, куда его несет общая масса. Он стоит на ногах, он в сознании, он просто больше не выбирает направление. Римская пехота во второй половине дня находилась ровно в этом состоянии, и бой шел у нее только по внешнему краю. Когда потребовалось закрывать бока, закрывать их оказалось нечем. Любой отряд, который следовало бы перебросить, стоял внутри той же самой массы и сдвинуться никуда не мог. Информации внутри такой массы нет никакой. Человек в середине не видит дальше соседа, не слышит команд за общим шумом и получает единственный сигнал из внешнего мира. С какой стороны на него давит. Пока давило спереди, все шли вперед. Когда давить начало со всех сторон разом, идти стало некуда, а привычка идти вперед осталась. Римская выучка, лучшая в Средиземноморье, внутри мешка работала против римлян. Сколько это длилось, точно неизвестно. Античные авторы дают понять, что бой занял большую часть дня, и по описанным действиям так и выходит. Мешок сжимается не мгновенно, а со скоростью, с которой внешний слой перестает держать строй. Ни Полибий, ни Ливий не называют ни одного часа, так что длительность мы оцениваем
оцениваем только по объему того, что успело произойти. Цифры потерь проверить нечем. Полибий пишет о 70 тысячах, Ливий примерно о 48, и разница между двумя главными источниками почти в 1,5 раза. Около 10 тысяч человек взяли в лагерях, несколько тысяч сумели выйти, Варрон добрался до Венузии с горсткой всадников. Современные оценки обычно ближе к нижней границе, но и нижняя граница означает, что за один день Рим потерял больше людей, чем в любой другой день своей истории. Среди тех, кто не вернулся, около 80 сенаторов и бывших магистратов, и консул Луций Эмилий Павел. Из двух чисел сомнительнее выглядит больше. 70 тысяч у Полибия держатся на его же оценке всей римской армии в 86 тысяч, а эта оценка выведена из штатной численности легиона, а не из подсчета людей на месте. Античные авторы штатную и фактическую численность почти нигде не разделяют, и там, где подобные оценки удавалось проверить другими способами, фактическая обычно выходила ниже. Поэтому выше я держался нижней границы, и это выбор, а не установленный факт. Потери Ганнибала Полибий оценивает примерно в 5700 человек, и большинство из них были галлами из того самого центра, который пятился. Он поставил слабейшую часть армии туда, где она приняла на себя напор 80 тысяч, и планировал именно это. Цена маневра была заложена в маневр заранее. Ночью уцелевшие собирались в Канузии, небольшом городе неподалеку. Ливий рассказывает, что там несколько молодых офицеров из знатных семей всерьез обсуждали, не бросить ли Италию и не искать ли службы у чужих царей. Разговор прервал 19-летний военный трибун, который вошел с оружием и заставил присутствующих поклясться, что республику они не покинут. Звали его Публий Корнелий Сципион. Ответ Рима объясняет, почему война на этом не закончилась. Ганнибал предложил выкупить пленных и отправил в Рим переговорщика по имени Карталон. Его остановили на подъезде к городу и велели уезжать. В Сенат он не попал. Пленных решили не выкупать вообще, хотя деньги были и родственники их предлагали. Публичный траур ограничили сроком, открыто оплакивать запретили. Возраст призыва понизили, в строй поставили 8 тысяч рабов с обещанием свободы за службу, а оружие для них сняли со стен храмов, где висели трофеи прошлых войн. Отказ от переговоров держался не на одном характере. Полибий приводит списки, по которым Рим вместе с италийскими союзниками мог поставить под оружие сотни тысяч человек. И это был реальный ресурс, а не бумажная цифра. Потерянная под Каннами армия была огромной по меркам одного сражения и умеренной по меркам всей италийской мобилизации. Ганнибал считал, что разгромил Рим. Он разгромил одну римскую армию, пусть и самую большую, какую республика собирала до того дня. Выкупить пленных значило признать, что попасть в плен приемлемо. Разрешить открытый траур значило признать масштаб вслух. Сенат встретил Варрона, того самого консула, чей это был день командования, официальной благодарностью за то, что тот не отчаялся в республике. Человека, проигравшего крупнейшее сражение в римской истории, поблагодарили, потому что единственной альтернативой была версия, что война проиграна. Уцелевших свели в отдельные легионы и отправили на Сицилию. Служить им предстояло до конца войны, без ротации и без наград, фактически в ссылке под знаменами. Эти легионы забрал с собой в Африку Сципион, когда война подошла к последнему году. В битве при Заме, той самой, где Ганнибал проиграл окончательно, в строю стояли люди, начинавшие войну внутри того мешка. Взять Рим после Кан ему было нечем. Осадного парка карфагенская армия не имела, а стены города требовали совсем других сил и совсем другого снабжения. Расчет строился на распаде Римского союза. Основа этого союза устояла, и война растянулась еще на 14 лет. По рассказу Ливия, начальник конницы Магарбал сказал ему в тот вечер: «Побеждать ты умеешь, пользоваться победой не умеешь». Фраза красивая и, судя по всему, поздняя. Настоящим последствием Кан стала дипломатия. К Ганнибалу перешла Капуя, второй по величине город Италии. За ней заколебался почти весь юг страны. На Сицилии на его сторону встали Сиракузы. Македонский царь Филипп заключил с ним союз, и Риму пришлось разворачивать войну еще и на Балканах. Каждое из этих решений принимали люди, которые посчитали, что победитель уже определился. Схему после Кан пытались повторять постоянно, и получалось почти никогда. Отдельную книгу об этом сражении написал начальник германского генерального штаба Альфред фон Шлиффен, а его план большой войны строился на той же идее. Слабый центр, сильные фланги, охват с двух сторон.
план не сработал. Причина в том, что схема требует соучастия противника. Слабый прогибающийся центр работает только против армии, которая уверена в себе, дисциплинирована и продолжает идти вперед ровно так, как ее учили. Против плохого войска этот план разваливается на первом шаге. Плохое войско остановится или рассыплется само, и втягивать в мешок будет некого. Каждое римское решение того дня по отдельности было разумным. Массу собрали в ответ на маневренные поражения, глубину строя выбрали, чтобы проломить центр. Вперед шли, потому что противник подавался, а задние ряды давили, потому что так работает тяжелая пехота. Ганнибал поймал римлян не на ошибке. Он связал последствия их правильных решений между собой так, что вместе они сработали против них же, и рассчитано это было под конкретную армию с конкретным уставом. Знаем мы все это по двум текстам. Полибий писал примерно через 60 с лишним лет после события, пользуясь рассказами участников и архивами знатных семей. Ливий работал еще почти 2 веками позже. Ни один из них поля в тот день не видел. Все, что выше, это реконструкция по 2 пересказам разной степени близости к событию, и там, где они расходятся, выбирать приходится по косвенным признакам. Открытым при этом остается не тактический вопрос, а вполне земной. Мы до сих пор не знаем, где именно это было. Раскопки под Каннами дали средневековый некрополь, а не следы того дня, и берег реки, левый или правый, историки выдирают по прочтению текста, а не по находкам в грунте. Всю механику самого разбираемого маневра в истории войн мы реконструируем по 2 авторам, которые расходятся между собой в цифрах в 1,5 раза, и лопата пока не подтвердила ни одного из них. Что из этого Павел действительно мог отменить тем утром, зная ровно то, что знал? Ставку на численность, глубину построения или сам выход на равнину? Напишите в комментариях, мне интересен довод, а не только выбор. И если разбор зашел, отметьте это. По таким отметкам я понимаю, какие темы брать следующими.